Всем привет! В этом видео пойдет речь о самых лучших районах Вильнюса по мнению участников чата в телеграм-группе. Девушка спрашивает: подскажите, кто уже обосновался и знает Вильнюс, какие районы вам нравятся и пригодны для жизни с детьми, зеленые, с детскими площадками и садиками, школами. Мы жили почти год в Белграде в Сербии, там практически нет детских площадок и не сразу нашли свой район. Первый ответ. Мне Пилайте очень нравится, но не знаю, как ситуация с детскими садиками, если честно. Анжелика. Науянинкой плохой, живу тут. Район не нравится, близость вокзала и аэропорта не прикольно, садиков много и школ тоже, но попасть не так просто. Нравится район Антакальнис, довольно недешевый по аренде. Хороший спальный район, как по мне, это Фабионишкес. Лили. Мне нравится наш район, Антакальнис, но он огромный. Рядом и лес, и река, и куча детских садов, в том числе русскоговорящий, и школ, и поликлиника, и больница, и все основные частные медцентры. Своя набережная, уютная и тихая. Единственный минус, лично для меня, ехать в торговый центр далековато, так как у нас нет машины. До центра некоторые пешком ходят, мы не пробовали. Около 700 евро можно найти евро-двушку снять. Смотрите жилье только не в старом фонде, либо дом с реновацией. Ольга. Посмотрите улицу Йонажолю. На небольшом квартале 5 детских площадок под разный возраст. У дома магазины, кафе, медцентр, салоны красоты. И для малышей, и для школьников спортивные площадки. Детский сад есть и у дома, и в 15 минутах ходьбы. Много русскоязычных и литовских. Школы, гимназии тоже в 10 минутах ходьбы. Татка. Мы живем в Каролинишкес. Очень часто я как раз без машины езжу. У меня тут рядом с домом 2 разные точки остановок. Куда хочешь, без проблем можно добраться. Снова комментарий от Ольги. Живу в Вильнюсе 13 лет. Жила практически во всех районах. И скажу, что это крайне странная карта, ребята. Она не включает множество отличных мест для жизни. Даже самые дорогие районы не включает. Например, есть отличный кластер нового жилья в Вершулишках. Это условно между Панорамой и Каролинишкес. В самом начале Каролинишкес есть прекрасное скандинавское жилье. Также Лаздинай – прекрасный новый зеленый район на берегу заповедника. Антакальнис считается одним из самых дорогих и удобных районов. До центра 10 минут. И вот Алина даже карту районов составила. Карты хорошего жилья. Извините, что раздроблено, зато с инфой. Брала только то, что относительно недалеко от центра. Есть неплохие места и подальше. Влад. Крутые карты. Дополню еще вот этими районами с хорошим современным жильем и расположением. И еще такой совет от Ольги. При просмотре арендных квартир в Вильнюсе еще полезно спрашивать коммуналку летом и в самый холодный месяц зимы. Может получиться, что квартира, панель 80-х годов без реновации, 600 евро плюс 350 коммуналка зимой. А новострой 2010 года и новее был бы условно 700 евро плюс 150 коммуналка. И договор советую внимательно прочитать и вычеркнуть, заменить странные пункты. Имею в виду договор не шаблонный, потому что лендлорды зачастую вписывают в договор пункты по принципу «прокатит, не прокатит». Анна Би о плюсах жизни в центре города. Всюду близко, пешком гулять, на городские развлечения всякие, хорошая инфраструктура в целом и так далее. Ольга. Например, школа-кружки в центре. И если дети, школьники постарше. Вот у нас сейчас Раздрай. Район, где живем, улица Йонажолю, очень классный с детьми летом, особенно когда еще маленький ребенок. Сосны от жары спрятаться, велики, спорт нон-стоп. И с госсадиком младшему повезло. Огромная территория, воспитатели отличные, занятия и отношения. И вот или старшего возить в школу в центр, или младшего из центра в сад свая, пока до подготовительного класса дорастет. Виктория. Мне очень нравится район Оза-парка. Новые дома, куча площадок, парк. Есть сады, торговые центры Озас и Акрополис в пешей доступности. И цена за жилье очень нормальная. Дорогие мои, спасибо за просмотр. С вас лайк и репост, если это видео было полезным.